Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Вижу, такая полоса черная идет как бы из сектора магии. Вот по ментальной карте, скажем так, как к правой ноге, к бедру. И такое свечение какое-то так вот переливается. И слышу язва. Вижу там, как будто в квартиру зашла я. Женщина ходит, и именно там, как зеркальце вот это переливается, что-то есть. Я слышу Хорошо. пространство наблюдения. Еще раз. Пространство наблюдения. Угу. Хорошо, Виктория, отсоединись от этой ситуации. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Маргариты. 1, 2, 3. Маргарита. Ну вот сейчас я поднялась вверх с такого черного пространства. Стоит Маргарита над этим пространством, а под ногами такая, как портал, и уходит куда-то, как в сектор интерферентов, вот туда. Оно считывается как дивертикула. Ну, как такой пещера такая. Вот в кишечнике есть складочки эти такие дивертикулы. И вот это тоже считывается дивертикула. Вот. А она, вижу перед Маргаритой, как будто бы стоит как тарелка Так. ребром. Угу. И слышу звук падающей тарелки, как будто бы она покрутилась и падает. Такая штука, как бы белого цвета, но внутри черная. Магический дух внутри. И какая-то часть, как девушка, Маргарита такая прозрачная, из сектора жертвоприношений, принятия сюда, этих жертвенных обещаний я слышу. Как бы слетела и показывает на эту тарелку и берет ее, эту тарелку руками. И эта белая тарелка превратилась в черную. И она так ее отодвигает как бы к правой ноге. И вижу ее как в эфирном пространстве. Энергосфера прозрачная, очень красивая, правильной формы. Внутри она вся шевелится, изящная, с длинными рыжими волосами. Они вьются. Вот. А где вверху, где вот сверху, да, такая идет подключка в голову и идет в сектор интерферентов и связывается с сектором магии. И считывается дракон. Магия, дракон. Хорошо, Виктория. Считай эфирная ДНК. Маргарита ли это? Ну, сейчас я вижу, я подумала, почему это я так вижу, и мне прямо идет ответ, что это ее тонкая структура, и тут она уплотняется. Вот я ее вижу, как в экране ее вижу, как в реальности. На Да, это она. физическом. Да, то есть это она. Спроси у Маргариты, разрешает ли она потрудиться с ней и для нее.
Она кивает, говорит, что разрешает, и показывает вот так руки у нее, как бы вот так вправо повернуты. А вот здесь, там, где пульс, такая черная связка. И там ключ. И она говорит, показывает, что в сектор магии. Мгм. О, слышу, Кто Галина, там? ключ у нее, Галина. Мгм. Я слышу, Так, распознаватель. распознаватель. Мгм. И вижу Маргарита, ее сердечный центр, а в сердце как будто бы змея черная умостилась. Через руки идет такая, как вуаль в сердце. Мгм. И вижу, прямо услышала, вот как будто бы пух, кто-то сел на кровать, и вижу, Маргарита спит, и вот так приподнимается и смотрит ее, М. и видит эту сущность, которая сидит. Мгм. И она, эта сущность, М. темная фигура, как будто бы что-то белое, как таблетку положила как будто бы под повязку на глазах. В один глаз и во второй. Это нам, Считывается путаница. это Это вот этот сущность, сон, да, который Маргарита рассказывала. это сущность Маргариты что-то в глаза Да. поставила. Мгм. А что это за сущность? Приказывает этой сущности убрать иллюзии, приказывает проявить согласно истинной эфирной ДНК. А эта сущность вот так передвинулась в сектор магии. Считывается двойник. И это как эфирный двойник. Мгм. Вот это Галина, это Галины, этот Мгм. двойник. И я вижу, что у Галины считывается растрепанная личность, то есть Мгм. буквально как тряпье такое, то есть нет личных границ. Мгм. Считывается проникающее вовне, то есть как будто бы пальцы черные, то есть ее вот эта личность, другая натура, как мы говорим, Мгм. или эти маски, искусственное я, ложное я, оно как бы отделилось от нее, она и управляет ею. И я вижу, что и это вот этот эфирный Мгм. двойник, это как энергетический информационный слепок, который как бы отделился от этого, от ее ложного я. И вот таким образом Маргарита считала это негативное воздействие. Но там вот Мгм. у этой Галины есть какой-то, я слышу, ритуал. Вот это свечение. И Мгм. этот ритуал, это как портал входа. Сейчас я посмотрю, что она Что делает. это А она надо? Вуду Мгм. делает. Я вижу в этом шарике, который вот так М. переливается, у нее как будто бы висит вот так над столом этот шарик энергетический. И Мгм. там такие, я слышу, мыслительный процессор. Он отделился от Мгм. Галины, она себе там ходит, а он так завис в ее доме, в ее квартире. А эта М. сущность от нее отделилась, то есть ее вот это ложное я живет своей жизнью, она его не контролирует. И Это как связаны, подселенец, Виктория, эта ну, сущность. это не подселенец, это ее сущность. Ее, то есть ее Да, творчество. это раздвоение личности. Это Шизофрения. потеря контроля над Мгм. собой, над своей темной сущностью. Понял. Вот. Так, ты И говорила, там, Виктория, у нее там ключ какой-то есть у этой Галины. подожди, дай я рассмотрю Хорошо. это. Хорошо.
Потому Что что ты я вот видишь? это смотрю, что там Мгм. какой-то мыслительный процессор, а вот в квартире он отделен от Галины. Она себе там пошла. Но там Мгм. запечатлен какой-то один момент. Я слышу Посмотри, Виктория. внимание, ее внимание. Ага, И внимание она, этой Галины, да? М, да, и она как будто бы, м. я вижу, смотрит в этот Так. в момент. Я слышу, Ага. что она, Что? сейчас я поговорю с ней, пытается разглядеть, говорит, соперницу, Маргариту. И я вижу, что Мгм. она вспоминает какое-то событие с работы. Вот они как бы встретились, Маргарита что-то делает, нагнулась вот так, и они что-то говорят. А это пытается, как бы, я слышу, перевернуть с ног на голову. То есть вот это событие на свой манер этот разговор перевернуть. А, Это Для считывается, чего? почему, прямо слышу, шизоидный маниакальный синдром. Она буквально берет вот эту ситуацию и вот так в мыслях переворачивает. И я вижу, что какая-то вот эта сущность с нее выходит, э, как и а, как ледяная такая, руки такие блестящие, ледяные. И М, она берет, считывается ненависть. Вот оно что. И берет как м, будто бы эту куклу Вуду и иглами такими тыкает. И когда она потыкала, то в этот образ, в этот момент, когда она вспоминала, как она разговаривала с С Маргаритой? Маргаритой, то есть Мгм. она, ну, по-нашему, это как нарциссическая личность, маньяк, там, шизофреник, да, то есть он спокойно спать не может, как нормальные люди. Он ищет себе врагов. Вот она нашла. Вот. И я сейчас посмотрю, что это происходит. И я вижу, Мгм. и образовался вот этот, опять же, мыслительный процессор, который не дает ей, это управляющий цикл ее сознанием. То есть это такой М, энергетический, скажем так, офис образовался, мгм. который вот, теперь я понимаю, вот вспоминаю слова этого психиатра, который говорил: Виктория, да, даже и не пытайтесь понять, что творится в Мгм. голове шизофреника. Это никто не знает. Мгм. Это никто не знает, но я это вижу, как это работает. То есть это такой, как, знаешь, как эти называются, лярва, да? То есть это такой Мгм. процессор, офис обслуживания этого шизофреничного бреда. И вот она ищет подходы, да. Это как чужая личность или вторая личность, да, которая вмешивается. Это не чужая личность. Эти личности, эти Ну, я имею темные, в виду, да, как искусственная, да, созданная этим же. да, но вот М, этот именно вот этот мыслительный процессор не дает человеку успокоиться. Уже никто о нем и не думает, уже, но он же ж будет ковырять, ковырять. И поэтому они не успокаиваются никогда. То есть они будут, мгм, он нашел, ну вот она нашла этого соперницу, она почему-то думает, что м, Маргарита ей соперница, вот. мгм. И все. И Оправдывается. этот процессор работает. Даже тогда, когда она занимается другими делами, это Мгм, в ней, я смотрю и слышу, ядро. Это ядро ее темной, это как синергия ее и этой темной сущности. И в этот момент, Виктория. М, сейчас, не перебивай, мгм, пожалуйста, дай рассмотрю. И вижу, как от этой штуки ее вот эта темная другая сущность, то есть человек и его мгм, светлая сущность, божественная душа, истинная я. И вот рядом вот это.
ее темная сущность. И она проникает, эта темная сущность отделяется от нее, это потеря контроля над собой, и проникает через этот а, процессор, как будто часть какая-то тонкая, более тонкая. И садится, вот я вот вижу, пришла к Маргарите. А у Маргариты, сейчас я посмотрю этот процесс. Я слышу процессор восприимчивости к козлу. Вот. И ее как бы кольнуло в сердце вот этой иголкой. И да, это память. То есть это как бы было в прошлом, но она постоянно вот это как бы ятрит эту рану, да, что-то вот это. А Маргарита, когда спала, то я вижу, что вот эта темная сущность как будто бы постучала в дверь. И именно она постучала какой-то такая, считывается платформа, вот с правой ноги стоит такое маленькое что-то, похоже на такой трафарет. Это в пространстве У Маргариты, Маргариты? да. И вот это постучало вот сюда сейчас. И этот трафарет, он не живой, он как будто бы считывается как дерево, ну, как этот, фанера, как будто бы из Фанера. фанеры вырезано. Сейчас я рассмотрю, что это. И тянется подключка к его источнику в секторе интерферентов, и там вдруг мелькает между такими, как скалами, такой плащ черный, магия. Так, Кто и это такой? подключка пошла в сектор духа под ногами. То, что я сначала увидела, идет вниз. Я слышу вызыватель духов. И там же Так. вижу потерянная часть лицо Ильи, вот этого Мамаева. И он считывается вызыватель духов. И вот такие там энергии какие-то разноцветные, как синяя, еще какие-то, и такими какими-то узорами, как пятнышками. Вот, сейчас я посмотрю, считывается это сосуд сознания, отбор энергии, отбор. Вот, я вижу, как отбирается через этот трафарет. Сейчас я буду рассматривать. И уходит такая сияющая энергия. Вот это, что я видела в начале, красивая, это девушка, которая плавает в пространстве, такие плавные движения с рыжими волосами. Считывается, что это нежная сущность Маргариты, составляющая ее души. И она вот там, вот так как будто бы прилипла, такой как магнит, то же самое к такому же трафарету, который находится в более низком пространстве. А это пространство, эгрегориальная структура Цельнозора. Он создал свой собственный эгрегор, вот, который как наслаивается. Я вижу это как сосуд такой, и там такие черные фигурки стоят в виде шахматных фигур, только у шахмат есть варианты, куда ходить, а эти приросли, и вот так вот стоят черные такие. Сейчас я посмотрю. Что это за Они фигурки обозначает? считываются колдуны сознания. Сейчас я посмотрю. О, Что это? Кто это? помощнички его. Вот, они так вот стоят, и потом, когда он их вызывает, то вот эти, они как будто бы в кельях таких, или они как такие какие-то фигурки, вот такие стоят вертикально. Потом он их вызывает, то того, и так дверка открывается, и вот этот синий, помощники, вылетает. Да, а прикреплено вот это к другому еще эгрегору, как будто бы еще более пространство такое темное.
считывается межпространственная магия, вызывание духов. То есть он как М. бы прилепился к общему эгрегору Мгм. вызывания духов. И там я вижу, ходит человек, как будто бы я слышу папаха, такой тяжелый у Мгм. него какой-то такой горец, Ага. плащ, вот такой горец, и из барана шапка такая с каракулем. Мгм. И он ходит, и у него в руке черный меч. И Мгм. я смотрю, а он как будто бы ходит среди таких каких-то как будто развалины, и этим мечом он вот так прямо слышу, вижу, как, да как на физике, там камни такие, камешки, знаешь, Мгм. как осыпаются. И он так подвинул, и там что-то сияющее нашел. Это древние руины М. в Это Грузии. Древние руины в Грузии. И он садится, читает эту сияющую бумажку. Мгм. Это я слышу а, прошлое его рода. И он психанул. Мгм. Сейчас я посмотрю, что это произошло на физике. А на физике, то есть это в его М. ментальном поле, а на физике он сидит, свеча почему-то горит. Мгм. Это этот Свеча. Иосиф Да, Иосиф Виссарионович? Сталин. Да, он Мгм. сидит молодой, симпатичный. Он Мгм. сидит при свече, читает книгу. А в книге, когда я посмотрела, там такие как иероглифы, вот это все такое треугольники, как будто бы из таких энергий, как веревки М. такие, ну не веревки, а такие прям плотные, и вот это все закручено и тянется вниз. А, Мгм. э, Это магический эгрегор. Мгм. Так, а ты сказала прошлое рода, что он там увидел и психанул. Да, Что это он там увидел, что он психанул? какая-то живая субстанция его души. Не так Мгм. идет. Понятно, это он. Ну ладно, это его, в принципе. А как это связано с Маргаритой? Это через этот деревянный трафарет, на который привязалась эта Галина тоже. Сейчас я посмотрю, что это за трафарет. Мгм. Маргарита вот берет этот деревянный трафарет и вот так поднимает и перемещает в сектор ам, жертвоприношений. И там вижу как будто бы какая-то М. такая Что это за сущность. энергия? Я Мгм. слышу душа. Маргарита, душа белая такая, как дымка, Мгм. лежит. И лежит, и как будто считывается, и спивает кровь. Мгм. И как Так. будто бы она так лежит, как будто бы на столе лежит, и вот так нагнулась, и, ну, и как будто бы М. пьет, ну, не вот так, а как будто бы вот снизу такой черный Мгм. сосуд. Мгм. Так. Это Считывается все. этот сосуд извращенная девственность, чистота сознания. Я подумала, что такое девственность, а это касается чистоты сознания, Мгм. верности себе. Сейчас я посмотрю, что она делала Что она на на физике. физике делала? Мгм. Она, я слышу, увлеклась эзотерической пропагандой э, цельнозора. И вдруг, вот там, где этот Иосиф Мгм. молодой,
Швили Что это? какой-то, я слышу. Джугашвили? Да, он там через этот портал, я слышу, вдохновился, как бы оживает такой дух черный. Это магия. И Мгм. украл какое-то зеркало. Я ему приказываю его отдать, и он поставил его на место. Мгм. Что это он? И я его в клетку как бы закрыла, Мгм. и пальцы его остались. Я ему приказываю забирать эти пальцы, он отслаивается, и я смотрю, что это. И я вижу, что это как зеркало такое. Считывается предательство себя, и именно там вот этот О, так. вот эта ситуация, где Маргарита как будто бы испевает эту черную магию, Мгм. увлеклась она, и я вижу, что она смотрит на физике как будто бы в экран, а с Мгм. экрана вот такими движениями, так вот этот символ Цельнозора, но он как живой, как будто бы. И вот эта красная энергия, вот этот контур, как красная энергия, и он так извивается, и Мгм. вот как в этот черный сосуд. И я вижу, Мгм. что я слышу центр внимания, и в эфирном Так. плане у Маргариты возникает вот здесь как копия этого извращенного символа. Ну, он у него так Копия. геометрически нарисован, а это у нее как будто бы он живой, объемный, вот Мгм. такими. Это похоже, знаешь, как на бумеранг. Так. Ну, только То есть другой формы. Маргарита Да. создала такой же, да, это? Она не создала. Он как будто бы ей вот так вот впился прямо в лоб, Ага. вот сюда. Это Мгм. его, это она позволила проникнуть в ее пространство чужеродной конструкции. Это так работают нейронные Мгм. связи. Никто не знает, но это же психика. Никто не знает, как, какое событие с Мгм. каким соединиться вместе. Вот психика работает по принципу магнетизма. Наше все пространство по принципу магнетизма. Мгм. Подобное притягивается к подобному на уровне энергетическом, то есть на уровне волновом. Скажем так, Так. одинаковые волны. Вот они соединились вместе, я вижу. Мгм. Ну, такие считывают этот эзотерический пафос. Мгм. И в этот момент я вижу, она соединяется вот со всем этим эгрегором вызывания духов, где вот эти стоят. Они вот похоже Мгм. стоят, знаешь, как этот Джугашвили в этой папахе, да? Да. И, и точно так же, то есть вот они там в таких вот, как закрытые. И он их вызывает Мгм. с помощью вызывательницы духов. Он приказывает, он работает как, слышу, папа. Что это обозначает, папа? Вот я вижу, как разделенное сознание, как человек, Мгм. когда не слушает свое подсознание, то у него это разделение идет. Я вижу вот эта черная часть, оно считывается папа, и вот я вижу, сидит Сталин, и как бы пишет указ или что-то, отец всех народов, то есть это Мгм. создатель идеологии, паттернов. Отец всех народов. А ты И слышишь, что как он? они Да, гудят? очень, очень слышно. Так. Это мешает, очень важный сеанс, и оно мешает. Да, но я в этом пространстве нахожусь. Ну, хорошо, Виктория, посмотри, а что пишет этот Сталин?
Отец всех Он народов. сейчас, подожди, я этому скажу, чтобы он прекратил гудеть. Мгм. Передай этому человеку, который мешает гудеть, чтоб он перестал это делать. Мгм. Он говорит, что он выполняет приказы его начальства, что он должен закончить шлифовать эту стену всю. Мгм. А, Может он сделать вот оно перерыв. что. Они хотят покрасить стены все. Вот он сдирает вот этот, он делает липкий слой. Потому что Мгм. краской какой-то такой покрашены стены, которые вот как А, бы отталкивают понятно. Будет скользкие. отслаиваться, если. Мгм. Да. Так, можно ему передать важность того, что нам нужно еще Он время, говорит, чтобы... это твое пространство, и показывает мне как бы за стеной. Говорит, а это мое. Говорит, это мое профессиональное пространство. Он как бы не вмешивается в мое. Так, но эти вибрации, звуки, которые он создает, это влияет на твое пространство. Он говорит, ищи другое время. Хм. То есть мы не пересекаемся никак. Ну ладно, давай Мгм. возвращаюсь, где сидит этот Сталин. Вернись, Виктория. Поставь что-нибудь, чтобы ты не воспринимала эти звуки. Оно мне не мешает, оно мешать будет, Мгм. наверное, слушать потом. Ну, ничего страшного, я думаю, не так сильно. Мгм. Хорошо. Хорошо. Отсоединись от этого мастера. Да. Посмотри. Вернись к той ситуации, когда Сталин пишет что-то. Да, да, я слышу, он создатель паттернов коммунизма, Мгм. культа личности, культа Сталина. Мгм. Так, что это за паттерны, которые он там создал? Я слышу коммунистическая идеология фашизма, магнетический синдром. Он создает М. вот такое в пространстве, как магнит, на который вот и я вдруг вспомнила, как нам в университете профессор рассказывал такой случай, что Сталин подписал кому-то книгу свою какую-то, он там написал, Мгм. типа от автора, и написал там любовь без мягко, потому что он безграмотный был. Вот. И М. потом научное сообщество не знало, что делать, то ли правописание все менять, чтобы уже эта любовь писалась без мягкого знака, или что это делать, потому что они боялись ему сказать, что это ошибка. Вот так работает М. культ личности. Мгм. Так, Это он тогда, значит. я сейчас рассматриваю тот момент, когда был завязан этот эгрегор Цельнозора, Мгм. который Мгм. интересно будет Ага. сделать когда-то расследование, каким образом ему удалось воплотиться после таких грехов и миллионов погибших людей, которые он по его Мгм. воле, да, в репрессиях, в голодоморах погибли, как он избежал этого наказания. Так, ну хорошо, Виктория, давай вот этот трафарет, который соединен каким-то Сейчас, образом. одну секундочку, я сейчас Мгм. почищу пространство. А, Мгм. Очищай пространство, Виктория. Э, Да. Все, все иллюзии, искажения, аннигиляция. Вот Мгм. этот трафарет деревянный. Так, сейчас я Мгм. Мгм. рассматриваю его, кручу в руках. Что это такое? Я слышу, что это принадлежит Галине.
что это тот же демонический пафос, и я вижу, что это вот эта ее ненависть, вот это иглы, как будто вуду, но, да, то есть Мгм. этот трафарет– это то, на что притянулась. Это культ М. личности, то есть недоверие к Мгм. себе. То есть, когда человек не доверяет себе, я вижу, то открывается дверь. Ну, доверять же нужно кому-то. Ну, если не Мгм. себе, не божественному источнику, значит, вот этому, культу Сталина. И я Мгм. спрашиваю у Маргариты, видит ли она это все. Так. А она говорит, что она это все видит и называет вот эту такую сущность прозрачную, говорит на нее моя дочь. Мгм. Почему он так говорит? А вот этот, знаешь, вот это самое, что я говорила, такая тонкая сущность. А Маргарита не делала аборта никогда случайно? Делала. Ага, делала. И она называет эту девушку, которую вот я с самого М. начала увидела, она находится в ее пространстве. Говорит, а, моя дочь, говорит, что ее Мгм. дочь изобрела новое пространство взаимодействия с ней. И эта дочь говорит, что моя мать убила меня, Мгм. говорит, изнасиловала мою душу. Мгм. И показывает, что с правой стороны на уровне колена у Маргариты как будто такое считывается ложе смерти. Дивертикула, такая же, как в кишечнике, где может застрять такой, М. как камешек, Мгм. отходы. И вот это там какая-то ситуация, Мгм. буквально я вижу там ситуация, как будто кого-то положили и так коленом на грудь, а рукой на шею, вот сюда, вот так, и топориком шух, и голову отрубили. Опять эта И эта казнь. девочка говорит, Мгм. что Маргарита повторила это, говорит, со мной, ну, с ней. Говорит, Мгм. она убила меня. И показывает момент, Мгм. вот я вижу, как Маргарита лежит как будто бы на медицинском кресле. И говорит, что она убила меня живой. Сейчас я с этой Мгм. девочкой поговорю. И Поговори. я ей говорю, что она живая, она не погибла, что это всего лишь иллюзии. И Маргарита ее очень сильно любит. Ее Вселенная любит, и я ее люблю. Я говорю, что она может выйти оттуда, что я ее и Маргарита оттуда забираем с этого момента. И я вижу, как эта девочка, Маргарита, плачет. У нее такие, она как бы застыла в таком горе страшно. И я вижу, как она Мгм. рождает эту девочку, но не вот тем путем, а между ее рождением и такая, как топор черный вот так стоит. И Маргарита вот так ее сюда забирает и переносит как в сектор первотворца. И вот это смертное ложе, это убирается. И Маргарита так громко сказала: прости. Говорит, прости меня. И
все вот у Маргариты вот здесь засияло. Я передаю, спрашиваю, хочет ли она имя получить, знает ли она свое имя. А она говорит, что она девственная красота, гармония материнского ложа. Говорит, что она простила свою мать. Мгм. И я ей передаю, что бы она выбрала то самое светлое место, где отдыхают божественные свободные души, чтобы она вернула всю ее энергию. И я вижу, Мгм. как вот этот ключик вот здесь в руках сам по себе как-то откручивается, отмыкается. И Маргарита вот так берет ее, обнимает руками и плачет. И они Мгм. обнимаются, примиряются. И я вижу, Мгм. как между их душами такой мостик как будто бы происходит. А она снова говорит, мама, ты убила меня. И говорит, я не смогла прийти к тебе снова. Мгм. Говорит, ты задушила мой быт. Я передаю этой девушке и Маргарите, чтобы Маргарита отпустила ее, приняла эту Да. ситуацию, взяла опыт, стерла, приняла эту душу в ее родовую систему. Она имеет право жить. Я вижу, как Мгм. она ее встраивает там, где дети находятся, вот с этой стороны. Она буквально в себя ее встраивает и говорит, что это извечная боль. Я передаю Маргарите, что она может своей любовью сейчас подарить жизнь и исцелить эту травму. И я вижу, как в этот момент Маргарита срывает вот этот символ, как бумеранг, и вышвыривает от вот как Мгм. будто бы со стола это все сметает, этот экран с этими помощниками, с этим всем. И я вижу, как один за другим, вот в этих, как в Мгм. могилках, эти духи, так чух-чух-чух, хлоп-хлоп-хлоп, дверцы закрываются, закрываются. И я вижу, как этот Джугашвили молодой так скрутился, исчез, и вот Мгм. этот приказ, вот это все исчезает, а Маргарита в эфирном пространстве рождает эту девушку, берет ее на руки и Мгм. как бы колышет, то есть она ее взращивает. И эта душа растет, растет и превратилась в прекрасную девушку с волосами длинными, такие волнистые, оранжевые. Вот. И они пообнимались, я передаю Лиза Мгм. или Луиза. Передаю ей, чтобы она поднималась в самые светлые пространства, где отдыхают свободные, любимые души. Души, и пусть она все негативные эти опыты свои стирает, а Мгм. Маргарита посылает ей любовь и выходит с этого пространства и говорит, Мгм. и говорит вот так: я подарила дочери свободу. Я передаю Маргарите, чтобы она разрушила все соединения с Сой. ней, с этой ее родной душой, освободила ее полностью, освободила ее пространство. И вот это все, вот это же не зря гудело все. Они же перестали гудеть. И Мгм. это все вот так отвалилось. И такая Мгм. свобода, и такое, знаешь, как облегчение. Я передаю Маргарите, пусть она наполнится. И я вижу, как она вот этот опыт,
как бы Мгм. выплюнула вот это все, знаешь, выбрызнула изо рта. М. И я вижу, как у нее изо рта выходит, я слышу смертельная ложа. Вот так вот прямо из нижних всех этих центров энергетических, вот через рот. Это дала согласие на убийство дочери. Вот это все Мгм. разрушается, уходит, а Маргарита начинает сиять. Я передаю Маргарите, чтобы она поднималась в Чтобы самые высокие пространства, наполнялась творчеством, силой созидания и приказывала этой Галине убирать этот все мозговой ритуалы. центр соединения. Вот, и Мгм. я вижу, пусть забирает карму, и пусть Маргарита очищает все ее пространство, убирает все чипы, импланты, привязки, М. восстанавливает целостность всех энергетических структур. Хорошо. Всё И опять, чужеродное, да, на Луиза или аннигиляцию. Лиза, или ну, по-моему, Луиза звучит вот так. М. Вот. Так, пусть И Маргари у Маргариты появляется книга, сияющая в руках, и говорит, и там пишет таким пальчиком красивым, вот так держит, ручки такие, и говорит: я подарила жизнь нерожденной душе. И я вижу, как эта книжечка вот так в сектор, она поворачивается, и вот так в сектор первотворца, вот где и эта связь с первоисточником жизни. И все. И Мгм. оттуда начало как бы по трубе выливаться что-то черное и льется в сектор интерферентов, и что-то там пролазит еще более черное. Вот, и пух, плюмнулась так, М. прям плюхнулась такая, как жижа, как какая-то М. сущность. Я ее Что остановила, это? Мгм. Что это за и энергия? я вижу, что это, я слышу, чаша справедливости, и она, штука эта черная, упала как будто бы на весы, на такую чашу весов. Вот, сейчас я смотрю, что... И Мгм. оттуда встает, я слышу, Что это? живая душа Маргариты, и отмычка отмыкает себя, освобождает руки, и я вижу, что и она возвращается, вот эта часть ее души божественной, к Маргарите. Я передаю Маргарите, М. чтобы она вернула все потерянные ее Э, энергии, опыт свой ваш запечатлила, но все события негативные, все эмоции вот эти, все эти страсти, мордасти, пусть она стирает со всех информационных полей, Мгм. убирает все привязки, и вижу, как у нее с ее личного пространства как будто вылилась, знаешь, как будто бы прорвалась какая-то плотина. Вот это все Мгм. черное То вылилось, есть и ее ноги поднимаются вверх, и она взлетает вверх, и тут начинаются чудеса. Я слышу Мгм. звуки, я слышу верхних сфер, и она поднимается в высокие пространства. Я слышу чистого сознания, чистого человека. Таким образом, Мгм. она отсоединилась от смертного, от кармы смерти. Ну, карму Отлично. никто не отменял. М. Я ей передаю, чтобы она зашла в те самые светлые пространства, где она чистая, девственно чистая, божественная, свободная, абсолютно а, владеет своим творческим потенциалом, чтобы она вернула свой созерцательный центр, я Мгм. слышу, да, свой весь вернула творческий потенциал, дарованный ей при ее рождении божественной души. Вот. Так. И что-то еще есть у нее, как будто бы вот М. здесь, внутри в голове, какой-то темно-серый такой шарик, комочек. С чем Я связан слышу, этот шарик? оно живое там, М. считывается грибница сознания Люцифера. Мгм.
И Когда оно это выглядит вот так, как такой... Сейчас что-то ресница мне упала в глаз. Вот это, как такой комочек, от него такая привязка идет уже в общее пространство. Я слышу, в пространство люциферианской магии. Мгм. Я ее спрашиваю, где эта связь. И там есть вот эта серая штучка, и от нее идет такой серый, еле заметный такой, как проводочек. А потом резко идет уже черное пространство, и Мгм. там уже продолжается уже черное. А на этом такой узелочек. Я Так, слышу что связь это? с Люцифером. Мгм. Когда Это это глобальный грибница? контракт, да, на уровне Мгм. души. Давай посмотрим, Виктория, когда эта грибница впервые появилась у Маргариты в ее пространстве. И она говорит, когда она села, и вижу, что она как будто бы пришла, и не М. плотное пространство, а духовное. И вот Мгм. она как будто села. Выглядит как, как бы я написала картину Венера, да, прекрасная Мгм. богиня такая нежная. И вот она как-то пришла и села. И вот так правая нога, вот так. А как будто бы в правой ноге, где она, как бы соединяется с левой, вот там такой комок образовался черный. Она как Мгм. будто бы как села, то как будто это темное пространство вот так получилось, булькой такой, как бы отсоединила, как бы загребла чуть-чуть. Сейчас я посмотрю. Что обозначает, что она села? Я вижу, что когда она села, то именно а, попой своей, да, Мгм. К и вот чему-то это она. то, что мне шло, дивертикула, да, то есть Мгм. это отсылка к системе выведения. Я слышу, что она села в лужу, и это считываются энергии капитуляции. Мгм. Это я вижу рождение, воплощение. А я Мгм. слышу первое воплощение человеком на земле. Мгм. Так, а почему она села в лужу? Ну, потому что это пространство испытаний. Э, Мгм. Я слышу, что это ад. Мгм. Так. Ад. Вот оно что. М. По-английски add, а пишется как ад. Add. Добавить. Я Мгм. слышу. Добавить. И это вот этот символ испить чашу. Добавить люциферианского сознания. То Мгм. есть укрепить вот эту в системе выведения, потому что вот в одном месте. А я недавно только думала, как оно так устроено. Вот в одном месте и выведение, и центр удовлетворения, радости, счастья плотского, да, и рождение новой жизни. Вот в одном как-то оно Мгм. вместе. Сгруппировано. Да, а я сейчас вижу, что это связано с рождением. У ангельских существ там этого нету, потому что они совершенные. У них этого нету. А вот у человека в плотском это есть. А нету чего? Именно этих органов, как бы. Да, нет системы выведения, нет этого. У них творчество находится вот здесь. Вот где Мгм. сердце, и вот так здесь. Все, вот так. И я слышу, что они рождают душой.
Вот Мгм. это рождение человеческих, физиология, она так устроена, потому что показывает соединение. Я слышу, показывает существование нашего физического земного мира сейчас, вот именно как М. в аду, там, где М. идет добавление, как варится ад, да, пекло, там, где варится вот это все, жизнь вырабатывается иммунитет, я слышу. То Мгм. есть это ее глобальный контракт для того, чтобы выработать ее иммунитет. И я сейчас... Тут только одна проблема получается. Видишь, какая? Мгм. Вот память, она, вот этот лабиринт Да. памяти скрывает вот этот первичный благородный контракт и зацикливает, я слышу, циклирует внимание именно на этой проблеме, да, на этом первом толчке из преисподней, да, то есть замораживается та ситуация негативная, и на эту негативную ситуацию впоследствии во всех воплощениях притягиваются все негативные события, Мгм. чтобы усиливать этот резонанс. Виктория, что ты имеешь в виду первый толчок? Что это за толчок? Это вот Есть это чувство негодования по отношению акта несправедливости, по отношению к ней, которое чувствует чистая, рожденная впервые душа. Ага. Это мы говорим не Так. закрытый гештальт, это возмущение вот это. И Это именно рождение? Акт это, нес- ну не запутывай меня, пожалуйста. Это не рождение, то есть когда душа была в совершенных пространствах, Мгм. там никто ее, там не было несправедливости. И не было вот этих толчков, я слышу. Это как подземные толчки, и это как толчки перед рождением. Вот, то есть это толчок сознания, я слышу, первобытного, первичного запроса на восстановление справедливости. Все правильно я объясняю. Это как раз вот этот незакрытый гештальт, это первое почему, и это вот этот толчок несправедливости. И именно он замораживает сознание и становится вот этим магнитом, и забывается вот эта первая причина, почему она пришла, это как бы за вуалью остается. М. Давай посмотрим, И почему. да, Мгм. Спроси у там Маргариты. это боль или травма. Мгм. Что И это потом за я вижу, боль? Мгм. повторяются вот эти М. рождения, снова и снова ребенок рождается, уже он рождается в этом пространстве ада, тьмы. И вот он Мгм. рождается, и его по попе бьют, и он кричит, и вот это снова и снова и снова повторяющиеся вот эти все паттерны, родовая травма, которая прописана во всем ее роду. Не Мгм. только ее, это каждого человека. Это первый запрос на восстановление справедливости. Но никогда это не происходило, чтобы это можно было а, разорвать. То есть никогда она не получала этот ответ. И это, я слышу, время пришло. То есть ее высшее я вот там стоит, как ангел, и говорит, время пришло. Мгм. И говорит ко мне, ты соучастница ее освобождения. И слышу, вот так идет оттуда. Вместе пришли, вместе уйдем.
То есть это вот этот договор светлых душ. Мгм. Помогать друг другу прийти вместе, чтобы вот пережить этот опыт. Так, и что там было? А, В чем Почему? секрет вот М, этого первого запроса? В чем он? Давай мгм. посмотрим, Давай что посмотрим. происходило. Давай посмотрим, Виктория, что это был за запрос. Я вижу, что там какой-то контракт, и она говорит, что она не может зацикливаться снова и снова, говорит, до беспредела. Я вижу, что с какой-то темной сущностью идут как будто бы переговоры на подсознательном уровне. Ей предлагается это вообще бесконечно, чтобы это никогда не прервалось. А она Мгм. просматривает все варианты этих событий и видит, что с каждым разом эволюция ее души постоянно как бы уменьшается, Уменьшается. понижается. Вот, и она говорит, что она не может это бесконечно, что есть какой-то предел. И это выглядит вот так. Вот это все крутится, крутится, вот этот ее Мгм. воплощенный род, это все накапливается, накапливается до какого-то момента, когда на какую-то чашу такую черную бац упал этот комок, и вдруг вот этот Мгм. первичный запрос, я слышу, пробивает как луч к свету Мгм. первотворца. Я слышу возвращение к истокам, к духовному бытию. И там такой Дошло. свет, М, да. мгм. Сейчас я посмотрю, где этот Мгм. контракт. Это связано вот с этой серой штуковиной, грибницей А, этой в Гребница сознании. Люцифера. Мгм. Да, да. И я Посмо- смотрю, что там есть такой черный, я слышу, магический аспект существования. Мгм. Появляется такая книга, которая стоит, то есть лежит раскрыта, как на каком-то жало. Знаешь, как вид М. жала, как это Как пчела на рождает. копье. Мгм. Это не копье, это жало такое. Это вот это жало. Игла. Мгм. Ну, оно сверху игла, а внизу расширение, и такой, как круглое тут. Ага. Вот. Так. Считывается, что это магическая, специфическая специфика сознания Люцифера. То есть Мгм. вот духовная сущность пространства мзды, возмездия. Возмездие. Да. М, То есть это его механизм, который... Но это сам Мгм. дух, скажем так. Это самая духовная сущность вот этих всех колдунов, эзотериков, ну, шизофреников, да, потому что это шизофрения. Все Мгм. они как бы шизофреники, вот эти лгуны, вот это все. И почему? Потому что вот это их духовная составляющая, то есть они позволили, чтобы это жало ими управляло. То есть это как, я слышу, рецептор зла. Мгм. То есть это их не основа, которая делает их такими, какие есть. Да, и которая приводит к полному уничтожению, разрушению божественной сущности души. Я вижу, что Так. это как, вот я слышу, образ этот, гиена огненная библейский, которая Мгм. символизирует полное, слышу, остаточное, ну, не, остаточное по-украински, это значит Мгм. полное уничтожение, аннигиляция света души. Интересно, как это жало вообще появилось. Оно Так. родилось в сознании первобытного зла, когда оно проявилось я слышу, в руке Люцифера.
в сознании оно появилось, а рука символизирует действие. Когда он действовать начал, то есть оно рождено было в духовном плане, в низких, ну, в этих вибрациях, и у него сразу же это в голове, вот это жало. У них же какая цель у этих манипуляторов? Навредить другому, даже если он будет вредить себе. То есть это вот этот деструктивный механизм разрушения изнутри под влиянием этого магического процессора. Пошел против Кона. Да, и я слышу, что он обосновал, то есть он как бы обосновал, то есть в гипотетическом пространстве это было предусмотрено, да, он просто как бы возбудил ту реальность его решением пойти против своего Творца, чтобы и, Что? ну, чтобы возвеличиться, но это ложный путь. Потому что он стоит на этой скользкой платформе, вот это пространство ментально выглядит как будто бы вот между сектором Первотворца и сектором вот этим интерферентом находится, ну, как такая, скажем так, под углом 45 градусов приблизительно, да, вот такая наклонная, и устоять на этой наклонной невозможно, потому что все время скользит. И он хочет устоять на этой плоскости, не просто устоять, а еще и возвыситься. Но когда он возвышается, ну это вот я вижу, как это все эти делают, да? Они клевещут на своих соперников, на своих творцов. То есть дал человеку профессию, а он ничего не научился, да еще и клевещет. Например, да? Займаком. Вот. То же самое. Я вижу буквально, как это выглядит. Он пытается, он клевещет на своего Творца, скользит при этом вниз, при этом он надымается, потому что желает возвыситься над светом, вот, и уходит туда. Ну и пора уже к контракту. И вот этот контракт, я возвращаюсь к этой сияющей книге, которая вот так стоит на этом острие этого жала. А жало – это смерть. То есть смерть в физическом проявленном мире символизирует или рассказывает, как происходит смерть в духовном, на духовном плане. Потому что ничего такого, что на физике происходит, а не происходило бы в духовном плане, не существует. Это одна и та же геометрия сознаний. Только это сознание, воплощенное в тело, а там оно просто имеет другие измерения, цифровое, энергетическое, духовное, разное. Сейчас я рассматриваю на самом глубоком уровне, на уровне духовных соглашений. Так, посмотрим, что это за книга, да? Я вижу, Маргарита стоит, а книга сияющая, и вдруг какая-то сущность возле правой ноги вырастает и положила вот так черный меч на эту книгу, вот так вот перед ней. А Маргарита берет и этот меч попробовала, как будто бы на зуб, и потом этот меч берет и вот так бросает. И этот меч, когда летит, то он вот так сзади нее полетел. Сейчас я посмотрю, что это вообще. И как бумеранг возвращается обратно именно к этому существу, который положил этот меч. Посмотри, Виктория, что это за меч, что он обозначает. Считывается протуберанец времени. Вот как на Солнце протуберанцы вот такими петлями выходят. Вот это тоже считывается протуберанец времени.
И я вижу, что именно вот это опять, это боль. Сейчас надо разобрать, что за боль Давай. была, вот этот первый запрос. Мгм. Давай посмотри, Виктория, что это за боль Я была. вижу, что она просит прекратить испытания, то есть это ее условия контракта, прекратить испытания ее души в этом измерении плотском по запросу Мгм. ее высшего Я. Мгм. Я вижу, что там находится вот эта черная чаша, которая, я слышу, предопределение, когда определяются уже. То есть это как мембрана, после которой или идет возвращение в духовные светлые миры, то есть душа оправдывается и уходит вверх, или она уходит в пустоту, вечное уничтожение. Там как черная дыра, в которой все пропадает. Мгм. То Деволюция, есть, полное мгм. уничтожение. То есть это как предохранитель от Никакой не предохранитель. вот Это как это суд, имеется. образно говоря, да. То есть Ну, вот этот запрос. человеческая душа доходит Мгм. до предела, то есть дальше уже уничтожение Мгм. или разорвать контракт и вернуться обратно. То есть это вот на уровне души, на уровне духовной сущности. То есть ты дошла до этого момента, когда высшее я, как ты сказала, Виктория, запрос высшего я. Это тот момент, когда человек не хочет признать, то есть он или Мгм. отказывается выполнять свою божественную миссию. Ну, смотри, как-то раз, два раза перед сеансом с Марите он Маргарита. слинял, Мгм. обвинил меня. Да, А как да. слинял? Я говорю, а что ты там творишь? Что ты людям рассказываешь? Какой бред ты несешь? Ты что, сумасшедший? Я говорю, кто тут с образованием, кто тут работает? Твое дело со мной работать, а не с людьми. Что ты им рассылаешь? И он ушел на свои хлеба. То есть он отказался от своей миссии. Второй раз, вот это уже был перед Мгм. сеансом с нотарией. Что он образовал кампанию против меня. Бред такой понаписывал, такое типа расследование. У Ани нет телепатического таланта. Она визуализатор обычно, понимаешь, рассказывает свои бредни. Что они там делают? Они уводят тех людей, которые могли бы еще спастись. Вот это что. И сейчас Маргарита Мгм. утаивала вот этот свой так называемый грех, убийство души, за которое как раз сатана, вот этот Люцифер и цеплялся за этот аборт. Или признать Мгм. это, да? Когда человек признается в своих ошибках, раскаивается, он освобождается. Когда человек дальше вот это идет и идет, других обвиняет, вместо того, чтобы признать, что он не в состоянии, ну как-то раз, что он не состоянии, он какой регрессолог? Нет такой профессии регрессолог. Это практика, которая требует специфического образования и специфического таланта. То есть это моя миссия была и есть, и остается спасать души от разрушения. Он выполняет противоположную миссию, но для того, чтобы людей увести, он на меня лжет. И не только на меня. Я Марку Мгм. говорила. Мне говорят, как будто бы это не на меня лгут, а на саму духовную сущность Творца нашей светлой Вселенной. Потому что он На такую ахинею мироустройство. несет. Мгм. Да. Вот. Так, Это вернись, отказ от Виктория. миссии, да? Мгм. И сейчас у Маргариты, ну я тебе объясняю, потому что ты никак не поймешь. И вот у Да, сейчас. Маргариты вот эта была тонкая грань, да, то есть утаить этот грех, Ну, это да, я понял.
Вот, Как, понял? как это с контрактом связано, да. Я слышу зов души. То есть Мгм. я слышу вот так. То есть душа, высшее я, зовет, кричит буквально, чтобы Мгм. человек оглянулся, к себе вернулся, чтобы он это принял. То есть первое, ну, даже по расстановкам по Хеллингеру, мы работаем профессионально по расстановкам по Хеллингеру, да, и там же первое условие – это принять. И вот, Марга, Мгм. что такое принять? Согласиться, да, я сделала аборт. Тарас должен был признаться, да, я ничего не понимаю в регрессологии, потому что я не Мгм. специалист, не психолог, не коуч, и вообще, и то, что Вика говорит, я не воспринимаю. Почему? Потому что у меня вот это ядро зла сидит, и моя главная цель, это темная цель, увести людей от освобождения. И Аня ничего не видит, она визуализатор, у нее нет телепатических способностей, поэтому мы не можем никакие расследования делать. А он что говорит в своем посте? Мы не можем делать эти расследования, потому что и начинает выдумывать на меня, на устройство Вселенной, всякий бред нести, да? Ну, это Мгм. вот процессор уничтожения душ. Работа процессора. Так, и когда вот душа зовет... давай контракт посмотрим, Вот я Виктория. вижу, когда душа Мгм. позвала, Так. она уже Мгм. как бы вот это была готова это признать. И вот когда я буквально сейчас вижу, как я ее нахожу, то в первую очередь я нашла ее дочь в пространстве, которая находилась в ее пространстве все это время. Ты даже это тоже считал, сказал подселенец, когда я Мгм. рассматривала другие вот эти программы, да? Мгм. И когда Точно. она уже как бы Так. признала вот это, вот Мгм. и эта вся магия разрушилась. То есть магия разрушается тогда, когда человек признает событие, да, это было, да, это вот так было. Тогда происходит вот это чудесное исцеление. И буквально от этой чаши, вот я вижу, что именно Мгм. сейчас, именно вот происходит в этом году, это закончился этот отбор в 24 году. И сейчас это уже не первый М. раз, я вижу, что происходит как бы четкое уже, одни идут на полную Разделение. утилизацию, это не разделение, это уже суд идет. Ну, То есть да. вот эти нераскаянные, образно говоря, грешники уходят на полную утилизацию, то есть их души Мгм. признаны недееспособны, образно говоря, не способны Мгм. противостоять злу, значит, они для Вселенной опасны, значит, уходят на утилизацию. А которые способны к воспроизводству света, да, к Мгм. воспроизводству опыта, они идут вверх, То есть... освобождаются от смерти. Мгм. Сейчас идет освобождение от смерти души. Мгм. То есть И я суд вижу, уже как, да, пошел. суд вот Да. уже идет как приговор. Уже Мгм. начался Исполнение приговор, приговора. исполнение, да. Я Мгм. вижу, как Понятно. эта э, штука, это ядро зла, этот дух, да, вот так Мгм. разламывается, вот эта смерть, это и есть это жало. Мгм. И не смерть тела, а смерть души. Души. Да, и оно разворачивается вот так, как будто бы под давлением этой книги вот так морщится, уменьшается. И оттуда выходит, я слышу, божественный дух, сияющая такая частица, душа, как бублик, сначала как девушка, и вот это свечение, это целостность, это символ целостного восприятия себя, мира, это цельная структура сознания, ядро божественной сущности. И оно Мгм. как колечко такое поднимается именно вот туда, где был этот
я слышу вечный этот М. контракт, и оно все там разрушается, и Маргарита вот так делает, шух, как будто бы отрезала, и поднимается как ангел вверх, говорит, что она услышала голос, глаз, Ой, говорит, глаз глаз. божественной своей сущности, глаз души. И я вижу, как она поднимается вверх, и с этого как будто бы с какой-то считывается грязь, такая красная энергия, Мгм. достает ребенка и поднимает его как к первотворцу и говорит, я родила ее заново. И Мгм. такой свет, и ее энергосфера сияет, как белое солнце. Крылья машет, такие крылья. Такое вообще. И говорит, что когда она говорит, такое идет, как голос, как это эхо такое. Говорит, я жива. Такой голос пошел. Это в ней говорит душа первотворца. Я вижу, что таким образом, за этим образом вернуться домой, на самом деле возвращается божественная душа, как жизнь первотворца возвращается. Потерянная Мгм. вот эта сущность на уровне духа. Я сейчас передаю Маргарите, чтобы она полностью очистила ее духовное пространство, все информационные пространства, духовное, физическое тело, физическую, все ее физическое пространство, ее квартиру, работу, все, что касается ее душа, пусть она освобождает и очищает все свои пространства от всех чужеродных энергий, возвращает весь ее потенциал, всю ее силу, мощь и очищает, передает эту информацию всему ее роду, впереди и сзади себя, то есть по всем Мгм. поколениям. Я вижу, как Мгм. Что такие это? ячейки, похожие, знаешь, как черные, как будто бы такие соты пчелиные. Мгм. Вот. И все такое замороженное, черное. И оттуда, когда она дала энергию свою, внимание, вот так шух, как послала информацию, то из этих ячеек все ее предыдущие воплощения, все ее предки, дедушки, бабушки, дети, вот это все вот так как бы лазят с этих ячеек и летят, освобождаются. Мгм. Это освобождение ее рода происходит. А это гнездо, как осиное, вот так вот освободилось, потому что благодаря этим душам, которые были запечатаны внутри, оно держалось в верхних пространствах. А когда они ушли, то оно вот так раскрутилось и через магию как ударило туда. И я вижу в этот момент, оно пошло через этот процессор, который у Галины там был, и вот так, пух, там все взорвалось и исчезло. Также я передаю Маргарите, чтобы она очистила ее все пространство от взаимодействия с этим колдуном Или- Цильнозором, Мгм. отказалась от этого, от вызвания этих духов, помощников, восстановила доверие только ее божественной сущности, ее душе и закрыла Мгм. все порталы. И она говорит, меня нет в их мире. Вот это Отлично. внутренняя свобода, да, это и есть внутренняя девственная чистота, это и есть та защита, которая защищает от магии. И она вот так говорит, я совершенна. Мгм. Здорово. Хорошо, Виктория.
Очищаем пространство, Да. отсоединяясь от проработанных этих всех ситуаций. Сейчас что-то там я это позакрыванные эти все очищаю, отправляю на аннигиляцию, стираю. Мгм. Вот. Так. Вернись к Маргарите. Посмотри Да. сейчас, как она выглядит. Как полыхающий белый шар. У Мгм. нее считывается вот такая огромная книга, как крылья. Считываются эти лепестки ангела. Мгм. Ну, страницы эти почему-то идут как лепестки совершенства. Хорошо. Ну хорошо, Если, Виктория. по-моему, Да. это она первая, кто вот это все идет, возвращение человеческому бытию, вечной жизни. Вот что идет. Мы Мгм. возвращаемся в рай, в райские настройки. То есть на земле начинается, ну, это же естественно, что все зависит от проекта, да? Как не может такого быть, что архитектор нарисовал избушку на курьих ножках, а выстроили эти рабочие какой-то там многоэтажный дом. Такого не Мгм. существует. То есть в эфирном пространстве мы работаем, да, Да. очищаемся сами, мы являемся частью всей общей системы, и таким образом очищается вся система. Ага. Так. А этот суд, то есть исполнение этого суда, все уже нету у людей Так вариантов. это не у людей, это у нее. Вот. Она сделала Мгм. свой выбор, это у нее. А если кто-то не сделает, это его проблема. Никто никого Мгм. спасать не будет. Каждый должен Если сделать человек свой сам не выбор. захочет. Мгм. Но все же по воле дано, по воле человека. Конечно, что осознанность прорастает, и придет Мгм. время, когда все поймут и станут осознаны, и они поймут, что они сделали выбор плохой. То есть потому что эти все темные энергии уйдут, те, которые ими буквально манипулируют, потому что Манипулирует. человек-манипулятор – это тот, кем манипулирует его темная сущность. То есть это безвольный человек, поэтому он лжет на всех, и на себя в том числе, и на Бога, потому что он манипулируем этим внутренним адом. Вот. И Мгм. когда этот ад уйдет с эфирного пространства общего, то есть эти эгрегориальные структуры увянут, и они вдруг осознают, а воля-то, Мгм. их душа, где будет на тот момент? Она будет утеряна в тех низменных пространствах, и они уже не смогут ее вернуть, потому что будет отрезан вот это отрезано пространство, разделено полностью. То есть вот эти все Мгм. канаты, которые соединяют светлые миры с темными, вот эти все пути взаимодействия будут отрезаны. Крышка накроет, и все. Мгм. Что осталось, то осталось. Кто сделал выбор, тот сделал выбор. Все. Хорошо, Виктория, вернись к Маргарите. Да. Спроси у Маргариты, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она сказала, что мы прошли свой путь. Мгм. Хорошо. Ну тогда прощайся с Маргаритой. Мгм. Хорошо. Отсоединись, Виктория, от всего. Да. Поднимайся максимально вверх. Мгм. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Наполняйся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм.
Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.